Дорогие мои подписчицы и гости канала, здравствуйте! Сейчас покажу, как французский набор сделать для вязания по кругу. Это видео продолжение предыдущего, где не по кругу поворотными рядами набор происходит. Поэтому, в принципе, особо останавливаться я на расчетах ни на чем не буду. Только показываю, как соединить вязание в круг. Сделала первую петлю. И начинаем набор. Вы по своим расчетам набираете количество групп, соответственно. Набираете столько групп, сколько нужно. Единственное, что различие в конце, вы не набираете кромочную петлю. Мы набрали сейчас последнюю четверку петель. Вот она, последняя группа из 4 петель. Видите, кромочную мы дополнительно не набираем. Сейчас замыкаем вязание в круг. Вязать мы будем вот по этой стороне. Эта сторона нам нужна. Соответственно, я вяжу на небольшом размере спиц, только потому, что это единственные спицы, у которых короткая леска. Вытягиваю с двух сторон. Значит, сейчас вот эту петлю, первую, которую мы набирали с правой спицы, мы переносим на левую. И заметьте, мы должны, вот видите, у нас последняя группа из 4 петель, мы должны накинуть на 2 последние петли. То есть вот эти вот 2 петли мы должны протянуть через ту, которую мы сейчас с правой спицы закинули. Именно 2, как бы разделив группу. И возвращаем на эту спицу снова. Так, мы ее подтягиваем вот таким вот образом. Возвращаем. Чтобы эта группа у нас снова стала из 4 петель. Подтянули кончик. И начинаем вязать, как мы вязали в прошлый раз. Первые 2 петли лицевой. Вот как раз наше соединение здесь будет очень удачно. Постоянно нужно вот это подтягивать. Еще когда вы провяжете полностью весь ряд, хорошенечко подтяните здесь. Далее 2 первых и 2 последних прошлого ряда мы провязываем лицевой за заднюю стенку 1 раз. В общем-то ничего не изменилось. Делаем накид и провязываем еще раз лицевой петлей. Из 4 вывязали 3, снимаем их со спицы. У нас осталось из этой группы 2 петли, подхватываем их, и 2 из следующей группы провязываем лицевой за заднюю стенку, делаем накид и еще раз лицевая за заднюю стенку. Хорошенечко вытягиваем. Далее снова то же самое. 2 из этой группы и 2 из следующей группы лицевой за заднюю стенку. Накид и еще раз лицевая за заднюю стенку. Сняли. И так продолжайте до конца ряда. Сейчас мы подошли к концу ряда. Так, вот наша нить.
который мы соединяли. Вот, видите, накинутая петля, если вы сейчас можете разглядеть, да вот она, накинутая петля на 2. И у нас получилась вот сейчас группа, да, разбита вот эта группа, 2 здесь и 2 здесь. И мы их сейчас, независимо от того, что они были провязаны, да, вначале им 2 вот эти провязывали лицевыми, мы их сейчас объединим вот так вот и провяжем, как все предыдущие, 4 лицевой за заднюю стенку, накид и еще раз за заднюю стенку лицевой. И начало ряда обозначим. Вот оно. Вот начало ряда. Теперь, если вы вяжете волан, продолжаете, да, вяжете волан. В таком случае вы сейчас просто вяжете по рисунку. Ну, я так думаю, что лучше всего, да, для волана это подходит лицевая гладь. Я имею в виду не сам волан, а именно вариант волана. То есть, когда мы больше ничего не убавляем, продолжаем вязать нашим рисунком. То есть, здесь сейчас мы вяжем, как я показывала, да, там у нас были изнаночные, поскольку мы были в изнаночном ряду. Здесь мы не в изнаночном ряду, здесь мы все вяжем с лицевой стороны. Значит, мы просто вяжем лицевыми петлями по кругу, лицевыми петлями, как мы вяжем по кругу обычно. Либо вы вяжете по своему рисунку по кругу. То есть здесь мы больше ничего не убавляем. Вот, к примеру, вот эта вещь у меня связана вот таким вот образом. То есть все, мы разделили на группы по 3, образовали группы по 3, и дальше я начала вязать лицевую гладь. Вот таким образом это выглядит. И очень важно подобрать спицы. Вот это вот соединение между тросиком должно быть настолько идеальным. Либо у вас будут сложности, в таком случае вы просто будете вязать очень медленно, набирать. Потихоньку, продвигая постоянно руками, потому что вот здесь вот именно при этом наборе немножечко подтягиваются петли и с трудом проходят. Поэтому вот это вот соединение лучше сразу выберите спицы с хорошим соединением. Это что касается вот варианта группы по 3 и более мы ничего не убавляем. Если же вам нужно прямое полотно, не то, которое будет расходиться вот таким образом, да, как у волана, в разные стороны, да, в таком случае вам нужно убавлять еще. Так же, как я показывала в видео для поворотных рядов, есть два варианта. Либо мы снимаем просто первую петлю, не провязывая. И в таком случае у нас остается с этой стороны протяжечка. Если она вам не нужна, вы провязываете первую петлю. Провязываем первую петлю. Провязываем лицевой петлей. То есть там в поворотных рядах мы вязали изнаночную на изнаночной стороне, но на лицевой-то они выглядели как лицевые. Вторую петлю провязываем лицевой. У нас 2 петли. Мы последнюю из этой группы и первую из следующей группы провязываем лицевой за переднюю стенку, сняли со спицы. Следующую отдельно провязываем лицевой. Снова у нас 2, одна последняя из этой группы. И из следующей группы первую мы провязываем их 2 лицевыми за переднюю стенку. Та, что у нас накидом, его видно сразу, мы провязываем отдельно лицевой. Последнюю и первую провязываем вместе лицевой петлей. Таким образом вяжем до конца ряда, соединяя первую и последнюю между собой. Вторую провязываем отдельно. Еще раз. Последняя из предыдущей группы, следующая, вместе лицевой. Вторая в группе, она должна стоять немножко позади. Они вот иногда перекрывают друг друга, вот она должна стоять немножко позади при круговом вязании. Ее отдельно. Далее следующая, последняя и первая вместе лицевой.
Вот она немножечко позади стоит, ее отдельно, вторую. И теперь у нас получилось, образовалась вот одна петля осталась. Мы скидываем маркер сейчас. Снова возвращаем на левую спицу ее. И вот эти теперь 2 петли. Помните первую, которую я говорила, можно не провязывать? Снять со спицы нить за работой. Либо провязать. Я ее провязала. И теперь ее и последнюю, первую в начале ряда и последнюю в конце ряда мы вместе провязываем лицевой за переднюю стенку и возвращаем маркер. Теперь вы просто вяжете по рисунку. Например, лицевая гладь, как у меня, да? Если вы вяжете лицевой гладью, я сейчас провяжу несколько рядов лицевой глади и покажу вам, что получается. Вот таким образом выглядит по кругу этот набор. Очень красивый набор, очень вам рекомендую. Данный вариант, видите, да, что у нас вот так уходит, хочется развернуть вот таким образом. Это поскольку мы сделали еще одно убавление для прямого полотна. Когда вы хотите, вот вариант, например, как в моем случае, я сверху вязала, да, оформляла горловину, здесь вариант рюши. То есть на той стадии, где мы убавили до 3 петель в группе, на этой стадии вы начинаете далее вязать лицевую гладь. Здесь мы делали еще убавление. Это вариант прямого полотна. Всем, кому понравилось это видео, показалось полезным, ставьте, пожалуйста, лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. Всего доброго. Канал Вяжем вместе. Марина.